Всем привет! И в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно свежую новинку от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43. Мы рассмотрим масштабную модель автобуса КАВЗ 3270, маршрут Краснодар-Ильский. И данная масштабная копия появилась в продаже в ноябре 2020 года. Мне удалось приобрести модель в свою коллекцию по рекомендованной розничной цене, установленной производителем, хотя посмотрел, сейчас эти модели встречаются в продаже в некоторых онлайн-интернет-магазинах, правда, на них значительно подросла цена. И она может достигать порядка 16 тысяч рублей. Конечно, уже за такую сумму это не совсем адекватное приобретение в свою коллекцию. И если говорить о КАВЗах у Deep Models, то это не первая модель, которую он выпустил. До этого уже выходила партия автобусов с более ранним вариантом оформления решетки, модификация 685. И из первой партии я тоже заказывал одну модель в свою коллекцию. Это был самый ранний автобус 73 года, колхоз «Новая жизнь». Но, к сожалению, та масштабная копия ко мне пришла с серьезными недочетами и вынужден был отправить ее обратно в магазин, и на замену не было другой модели, поэтому в итоге остался без раннего оформления КАВЗа от Deep Models. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот автобус поближе. Здесь коробка стандартного размера, и здесь классическое оформление в темно-зеленом цвете, имеется логотип производителя. На задней стороне упаковки также схематически изображено два грузовичка, и эти прототипы также у Дипа выпускались в 43-м масштабе годами ранее. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя масштабных копий. Есть наклейка с артикулом модели, указан прототип, модель Автотранспорт А, тип 3270, цвет окраски белый с красным. Конечно, здесь с названием тоже немножко перемудрили, можно было просто написать курганский автобус, как это делает производитель Starscale Models. И это вполне хорошее добротное изделие, и, пожалуй, это самая лучшая масштабная копия КАВЗ в 43-м масштабе, на сегодняшний день сделанная промышленным способом. И мне у этого автобуса очень понравилась схема окраски. Конечно, возможно, это не самый популярный цвет, и почитал отзывы тех людей, которые собирают продукцию Deep Models, им больше приглянулись базовые классические цвета, темно-синий с белым, бордовый, а вот такой пестрый автобус не всем пришелся по душе, но, на мой взгляд, такая масштабная копия сразу бросается в глаза, и она приковывает ваше внимание. И если говорить о ранее вышедших моделях КАВЗов у этого бренда, то первая партия, по-моему, была из 3 автобусов. Как раз первая масштабная копия – это маршрут колхоз «Новая жизнь». Далее следовало 2 автобуса, которые повторяли прототип 1977 года выпуска. И у них была похожая схема окраски. И у одного автобуса мордочка и юбка была темно-синяя, у второго темно-бордовая. Корпус был белого цвета. Затем шел условно северный вариант исполнения, модель 685B. Тоже очень красивая, необычная схема окраски. И изначально такой вариант хотел взять в свою коллекцию, но потом передумал, потому что все же северный вариант исполнения, на мой взгляд, сделан больше по мотивам. У настоящего автобуса довольно много отличительных черт. Например, остекление, также, возможно, был изменен салон, но на масштабной копии в угоду унификации производства просто эти детали взяты от обычных стандартных версий. Был очень интересный милицейский вариант исполнения, прототип 1974 года выпуска, и это был экзаменационный пункт ГАИ. И масштабная копия очень нарядная, но мне она не представляла интереса, потому что подобных автобусов я вживую никогда не видел. Также было 2 модификации в базовом исполнении. 3270, один автобус красно-белый, сегодня мы его посмотрим, и у второго автобуса капот и юбка была светло-голубой, но отличалась схема нанесения боковых полосок. И вот такой первый вариант мне визуально больше понравился, поэтому его и взял в свою коллекцию. И также скоро появится в продаже вариант такси Выборг, бело-бежевая схема окраски с надписями «Такси» на боковинках. И будет в продаже пожарный
пожарный вариант и вариант аварийной горно-спасательной службы. И последние варианты стоят чуть дороже. Я в свою коллекцию заказал еще пожарный вариант исполнения, но боюсь, эта модель ко мне не придет, потому что на нее очень большой ажиотаж, и, скорее всего, эти машины уже распроданы по предзаказу. Если вы посмотрите на качество проработки и качество окраски и сборки, то здесь особых замечаний нет. Конечно, встречаются не очень аккуратно наклеенные декали, но все терпимо, и я думаю, что в нынешних реалиях сделать хорошую, безупречную модель в Китае просто не представляется возможным. У этого автобуса металлическая рама и металлическая передняя часть. Корпус здесь сделан из пластика. И это не новость, потому что у Дипа предыдущие автобусы тоже были пластиковыми. И есть как сторонники этого материала, так и ярые противники. Для меня лично особой разницы нет. То ли это пластик, то ли это металл, то ли это полимер. Главное, чтобы был качественный материал, который не разрушается со временем, и у модели была хорошая детализация, и она точно повторяла настоящий прототип. А тот материал, из которого она изготовлена, это уже второстепенные вещи. У модели прекрасно проработан интерьер, каждое сиденье сделано отдельным элементом, также сиденья окрашены, они ровно установлены на свои посадочные места, и здесь прекрасно проработано рабочее место водителя. Правда, сквозь маленькие окошки его довольно сложно рассмотреть. Также на этом варианте добавили маршрутоуказатели сбоку, и на лобовое стекло также наклеили маршрут, и здесь на верхней части крыши есть тоже циферки 110. Отлично смотрятся зеркала заднего вида, ножки здесь из фототравления. Также на крыше присутствуют отдельные габаритные огни спереди и сзади, они окрашены. Видите, задние сделаны в оранжевом цвете. Также на боковинках наклеены небольшие катафоты из фототравления. И у этого автобуса на колесных дисках белым цветом обозначили ободки. Тоже довольно симпатичный элемент, который сильно украшает масштабную копию. И здесь получается такой некий парадный вариант. И, скорее всего, на этот автобус я еще установлю колпаки от Паза. И набор у меня есть в коллекции от Maestro Models, я тоже вам его показывал, и по идее колпаки должны вставать сюда без вклейки, просто крепятся на шпильках, и они хорошо держатся. Если вы посмотрите на оформление передней части, то здесь тоже очень все аккуратно установлено. Присутствует небольшой шильдик Курганского автобусного завода из фототравления. И у этого автобуса осветительная техника с хромированными ободками. Установлены номерные знаки, и номера очень украшают масштабную копию. И мне очень нравится, что Deep на своих моделях ставит номерные знаки, потому что в этом плане у SSM просто обычные базовые версии, которые не выделяются на общем фоне. Задние фонари здесь тоже установлены вполне аккуратно. Каждая деталь — это маленький отдельный элемент, насколько я понимаю. Или, возможно, если это просто пластиночка из небольших разноцветных элементов, она сделана очень аккуратно. Также на задней дверце установлен дублирующий номерной знак. И снизу можно посмотреть, также установили запасное колесо. Не буду откручивать эту модель от подставки, потому что она все же довольно хрупкая, но она крепится при помощи 3 крепежных винтов, и здесь также в пакетике положили еще один крепежный винтик. Когда вы откручиваете модель, вам нужно будет вкрутить его в переднюю часть, чтобы держалась рама к капоту. Ну, вот такой автобус, который станет украшением любой коллекции. И здесь также на подиуме установлена табличка из фототравления, у которой указан тираж модели 240 единиц, у меня автомобиль под номером 203. Но с этими автобусами почему-то не идет картонки с указанием тиража и фотографии настоящего прототипа. И, по-моему, вкладыш был только у милицейского варианта. Он был тоже сделан довольно в интересном
плане исполнения. Там, по-моему, как будто это водительские права. Ну, тоже вот такая замечательная модель, и я планирую в коллекцию приобрести еще один вариант. Это пожарный автобус, но, повторюсь, пока что эта модель под вопросом, потому что сложно сказать, будет ли она в открытой продаже. И пишите ваши комментарии, понравилась ли вам данная масштабная копия, что вы думаете об автобусах Deep Models. Стоят ли эти модели своей заявленной суммы, какие машины вам удалось приобрести в свою коллекцию, и хотите ли вы увидеть еще другие автобусы, которые есть у меня от этого бренда. Не забывайте прожать лайк, если вам понравился этот видеоролик. Также вступайте в мои группы в социальных сетях и подписывайтесь на мой второй канал, который я опубликовал вчера, и там уже выложен один видеоролик. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.